Привет, дорогой друг! Это новый урок на канале Молодой Репетитор. Хотя, наверное, не совсем урок. Это новый видос, это видос в новом формате, вот таком вот. Соответственно, экзамены у нас всех закончились, дипломы все прошли, мы все сдали, мы, скорее всего, всему этому рады. И теперь время прорезюмировать все происходящее. Соответственно, так как я в этом году, 23 июня, получил диплом о высшем образовании, я бы хотел тебе дать несколько советов о том, как тебе не вылететь из университета. Поэтому, если ты хочешь поступить, если ты хочешь окончить свой вуз, даже вне зависимости от того, нравится тебе или не нравится, послушай эти советы. Я думаю, что они тебе помогут, хотя некоторые из них тебе покажутся довольно простыми, довольно логичными, но, тем не менее, мне бы они помогли. Давай, погнали! Совет первый. Выбирай подходящий университет. Да, этот совет из всего списка самый логичный, самый простой, но тем не менее, поверь мне, если ты спустя год поймешь о том, что тебе неинтересно в этом университете, тебе неинтересна эта профессия, ты не хочешь дальше работать в этой сфере, тебе будет очень тяжело. Ты будешь тратить бесконечное количество времени на поездки на пары, изучение материала, выполнение домашнего задания, понимая, что тебе это не нужно. И морально ты устанешь к какому-то моменту, возможно, ты уйдешь в академический отпуск или даже отчислишься. Поэтому лучше с самого начала, если сейчас ты еще не поступил и учишься в 9, 10, 11 классах, выбери университет, потрать на это время. Во многих университетах проходят дни открытых дверей. Во многих университетах есть в социальных сетях группы подслушано, в которые ты можешь зайти, спросить интересующие тебя вопросы, узнать по поводу факультетов, кафедр, как проходит обучение, что вообще происходит в этом университете, посмотреть на вопросы, которые задаются там, посмотреть на то, как ребята там общаются. Поверь мне, тебе это поможет потом. И когда ты уже проделаешь эту работу и выберешь действительно тот универ, где ты хочешь учиться, а не тот, который тебе, наверное, подойдет, то все будет хорошо. На примере своем я могу что сказать. Я поступил в МГТУ имени Баумана только потому, что я знал, что это за университет. Я не знал, кем я хочу быть, я не знал, чем я хочу заниматься. Соответственно, придя с документами, с результатами экзаменов в университет, в приемную комиссию и посмотрев на список факультетов и кафедр, я выбрал не тот, который мне нравится, я выбрал тот, который я понимаю, вот саму аббревиатуру. Я выбрал машиностроительные технологии, потому что примерно понимаю, что это такое. Я выбрал проектирование металлорежущих станков, потому что я примерно понимал, что это такое. Ну и спустя год-полтора я понял, что мне это абсолютно неинтересно. Но я доучился, я закончил. Да, это было тяжело, это было морально тяжело. Но не совершай моих ошибок. Давай, погнали дальше. Итак, совет второй. Будь ближе к вузу. Да, это опять же тот же самый простой и логичный совет, но я добирался до университета, от двери дома до двери вуза добирался за 2,5 часа, 2,5-3 часа. И это очень плохо. Это очень плохо. Почему это плохо? Пары в университете начинаются в 8:30 утра. Ну, по крайней мере, в моем университете. Соответственно, чтобы мне к 8:30 утра добраться до вуза, мне необходимо встать как максимум в 5 часов утра, чтобы доехать до станции с электричками, сесть на электричку, добраться до вокзала, там пересесть на метро, дойти до университета, и на это все 2,5-3 часа. Соответственно, пары заканчиваются в пределе от 3 часов до 7 часов. Ну, по крайней мере, опять же, у меня. Соответственно, когда мы в 7 часов заканчивали учиться, дома я был часов в 10 вечера. И ни о какой домашке, ни о каком выученном материале речи не шло, потому что единственное, что я хотел, это поесть и поспать. И ничего кроме этого. Соответственно, пока я добирался до своего дома,
мои одногруппники уже выполняли все свои домашние задания, сидели со своими близкими, тратили время на хобби. У меня этого варианта не было. Поэтому, поверь мне, лучше найти либо там, снять квартиру, если у тебя есть такая возможность, либо попытаться попасть в общежитие. Да, это не самые лучшие условия, но это гораздо лучше вот таких поездок. И хотя бы попробовать снять комнату. То есть, живя рядом с вузом, у тебя гораздо больше времени на поиск даже какой-нибудь подработки, за счет которой ты можешь оплачивать себе комнату в неплохой квартире. Лучше, конечно, если ты, опять же, через подслушано, через друзей найдешь вариант квартиры и будешь ее снимать вместе со своими одногруппниками или там с ребятами из своего вуза, потому что, ну, все-таки учиться, когда вас много, гораздо легче и комфортнее, то есть каждый друг друга заставляет что-то делать, и это круто. Поэтому давай, погнали дальше. Совет третий. Не тяни со сдачей домашнего задания. И этот совет, опять же, не про меня. Почему я жил так? В периоде с 1 по 4, наверное, курсы, всего я учился 6 лет, у меня специалитет, с 1 по 4 курсы у меня всегда были проблемы со сдачей домашних заданий. Как вообще обстоит ситуация с домашними заданиями у меня в университете? Наверное, по каждому предмету тебе выдается список домашнего задания на 4 недели. То есть по каждому предмету, по математике, там, условно, по иностранному языку, по начертательной геометрии, по инженерной графике. Каждые 4 недели у тебя одно домашнее большое задание. Но что происходило дальше? 4 недели Артем успешно ничего не делал, и в последний день перед сдачей домашнего задания Артем что-то пытался нагрести. Списать, найти, выучить, разобраться. Все варианты, которые только могли быть. И что? Ничего хорошего из этого не выходило. Я сдавал кое-как сделанное домашнее задание, мне возвращали его назад, мне приходилось его переделывать, исправлять, опять заново разбираться, а там уже выдали второе домашнее задание. И в итоге к концу учебного семестра накапливалась куча долгов, а с этой кучей долгов тебя, соответственно, не допускают до сдачи зачета или сдачи экзамена. Поэтому будь добр, разбирайся в самом начале. Вот поэтому с 4 по окончание, по 6 курс, у меня все как-то изменилось. Я начал делать домашние задания буквально в первые дни, как только их выдали. И стало намного проще, стало намного приятнее сдавать их, стало намного приятнее приходить на экзамены, сдавать их в срок. Поэтому давай, вот этот совет действительно важный. Погнали дальше. Итак, совет 4. Будь в курсе. Этот совет весьма, наверное, такой. К нему нужно очень осторожно относиться. Во многих университетах, не будем говорить в каких, есть специальные сайты. Сайты эти знают, наверное, все студенты этих университетов. И все знают, что на этих сайтах происходит. Ты, зайдя на определенный сайт, можешь выбрать свой семестр. Ты можешь выбрать предмет, по которому ты хочешь что-то найти. Найти домашнее задание, найти будущие контрольные работы, найти билеты на экзамен. То есть найти и лекции, и методические материалы, все что угодно. Найти все. Но когда ты подсаживаешься на такие сайты, ты перестаешь выполнять, соответственно, сам домашние задания. И да, это если тебе везет, и домашние задания там выполнены качественно. В большинстве своем там есть ошибки, их опять же приходится исправлять и так далее. Но я советую тебе узнать об этих сайтах, но не преувеличивать их ценность. Все-таки, если ты уже решил поступить и решил учиться в вузе, наверное, твоей мечты, будь добр хотя бы что-то новое узнавать. Я потратил очень много времени впустую. Я потратил очень много времени впустую. Я об этом жалею.
Потому что сейчас, когда я работаю репетитором по математике, мне, наверное, больше хотелось бы знать что-то о высшей математике. Что-то о там, разделах разных высшей математики. Но успешно я все это пропустил. Поэтому мой тебе совет. Пользуйся, но будь аккуратен. Только в самых экстренных ситуациях тебе могут помочь эти сайты. В других ситуациях они только тебе все испортят. Поэтому вот такой грустный совет. Погнали дальше. Итак, совет 5. Учи по приколу. Это самый классный совет. Этот совет мне не дали в свое время. И к этому я пришел сам. Что такое учи по приколу? Опять же, первые 4 курса я все делал из-под палки. Я не хотел ни в чем разбираться, я не хотел ничего учить, но, наверное, в курсе на 5-м, там, может быть, в конце 4-го курса, что-то у меня в голове там перещелкнуло. И я понял, что, а почему бы мне не выучить там какую-то дисциплину? По-моему, это было технология машиностроения. То есть, почему бы мне не разобраться в этой дисциплине? Просто по приколу, потому что мне скучно, потому что я хочу что-то новое доузнать. И я разобрался, разобрался по материалам из университета, по видосам на YouTube, по каким-то сайтам, книжкам. Я разобрался до той степени, что я был уверен в себе. Я пришел на экзамен с полной уверенностью в том, что я сдам. И это был вот один из первых таких экзаменов, когда я действительно не волновался. И это было круто. И в чем суть вообще данного совета? В том, что когда ты начинаешь учить какой-то предмет по приколу, просто по приколу, как-то сами собой появляются другие дисциплины, которые ты также начинаешь учить по приколу. Да, я уверен в том, что ты не будешь учить весь объем, если тебе это там не нравится, неинтересно и так далее. Весь объем выучить невозможно, но самую основу, самые основные данные, теоремы, информацию я выносил из дисциплин, и это было круто. И я ходил уже на экзамене более подготовленным, мне это более было радостно. Поэтому давай, учи по приколу. Совет 6. Ходи на физкультуру. Давай представим себе такую картинку. Окончание 3-го курса, или с 3-го на 4-й, или начало 4-го курса. Твой дорогой друг Артем Артурович стоит в деканате и подписывает приказ об отчислении. Да, я подписывал приказ о своем отчислении. И это со стороны выглядело прям совсем прискорбно. Почему так произошло? В моем университете, я не могу опять же говорить за другие, очень строгие правила посещения физкультуры. Но, так как мы говорили с тобой в первом совете о том, что живи ближе к вузу, вот эта жизнь ближе к вузу была про все, но не про физкультуру. Если я мог хоть как-то выполнять домашние задания, как-то посещать пары, то физкультуру я отказывался посещать от слова совсем. Мне это было неинтересно, и я до сих пор считаю, что это самое странное, что было у меня в университете. Ходить на физкультуру в 23 года – это самое плохое, что со мной было. Если бы я захотел пойти на физкультуру, я бы пошел на физкультуру. Но когда это все начинается из-под палки, у меня ставится какой-то такой блок, я начинаю от всего этого абстрагироваться и перестаю вообще что-либо делать. Вот. Соответственно, да, я выбрался и тогда из той ситуации, буквально там за несколько дней до вступления в приказа в силу, я закрыл все свои пропуски по физкультуре, я отработал баллы. Какой ценой, я не знаю. Это было совсем прям, стрёмно, совсем нервно, совсем плохо. Но мой тебе совет. Узнай о правилах физкультуры в своем вузе. Если у тебя такие же жесткие правила, как и у меня, лучше ходить сразу. Потому что потом будет плохо. Все, вот такой совет. Физкультура плохо, но ходить надо. Давай, погнали дальше. Совет 7. Это заключительный совет. И он звучит следующим образом. Не волнуйся.
Я уже тебе рассказал, как я подписывал приказ о своем отчислении. То есть такой сам себя казнил, так сказать. И да, это было тяжело. Морально, с моральной точки зрения, это было совсем плохо. Но тогда я нашел в себе силы, чтобы продолжить что-то делать, продолжить там учиться, что-то закрывать и так далее. У тебя, поверь мне, может таких сил не оказаться. И если ты не отличник, если ты не передовик в образовании в своем, то, поверь мне, у тебя будут проблемы в вузе. Ты будешь сдавать домашки не в срок. Ты будешь сдавать экзамены и зачеты не в срок. У тебя будут долги по там, физкультуре условной. Ты будешь приходить в деканат, тебя там, скорее всего, будут ругать. Да, тебя будут ругать еще и в деканате. После школы в деканате. Но найди в себе силы и относись к этому всему спокойно. Поверь мне, из всех этих ситуаций всегда есть выход. Нужно его только найти, а не бросить все и сказать: все, теперь я сдаюсь, больше я ничего не хочу. У меня были моменты, когда было совсем плохо, но я их пережил. И ты их переживешь. Ну что, давай заканчивать. Вот такой вот новый формат. Ты напиши в комментариях, понравился он тебе, не понравился, что стоит добавить, что стоит убавить. Ну и давай, типа, поставил лайк, не отчислился. Давай, пока-пока.